лапша, лапша, лапша. Но самая лучшая лапша – это быстрого приготовления. Ее, кстати, часто называют пищей богов. Как же эта дешевая лапша стала такой культовой едой? Каким образом она может спровоцировать ожирение и кто на ней зарабатывает миллиарды? Вы на канале Черный в Америке, и сегодня мы с вами будем в этом разбираться. А также оставайтесь вместе с нами, и в конце вы узнаете, какую лапшу ни в коем случае не стоит есть. Погнали! Жители 150 стран регулярно употребляют лапшу быстрого приготовления. Каждый третий ребенок на планете знает ее вкус. В 2024 году было съедено более 120 миллиардов порций во всем мире. Если предположить, что приготовление каждой порции занимает 3 минуты, то в прошлом году человечество потратило примерно 700 тысяч лет. Китай признан лидером по поеданию бич-пакетов. 40 миллиардов упаковок в год. И это только начало. Китай занимает лидирующее место по поглощению лапши быстрого приготовления. Также в этом списке есть Индонезия, Индия, Вьетнам и Япония. Америка находится на 6-й строчке, и ежегодно здесь съедают 5 миллиардов порций, что в 8 раз меньше, чем в Китае. И у вас возникнет вопрос, а где же здесь находится Россия? Она на 12-й позиции, и ежегодно там поглощают 2,5 миллиарда порций. А самое популярное место, где заваривают лапшу быстрого приготовления, это считается поезд. Это самый массово потребляемый горячий продукт в истории человечества. Ежегодно в мире продается в 5 раз больше порций лапши, чем бутылок Кока-Колы. Буквально каждый человек на планете знает, как заварить макароны быстрого приготовления. Берете горячую воду, кипятите ее, берете макароны, кидаете в тарелочку, заливаете кипяточком, ждете 3-5 минут и вуаля, макарошки готовы. Мой, кстати, любимый вкус – куриный. И тут у меня возникает вопрос, что же такого необычного добавляют в эти макароны, что они так поразили весь мир? В первую очередь эти волшебные макарошки производятся из дешевой пшеничной муки. В отличие от цельнозерновой, это не содержит никаких витаминов, клетчатки и полезных веществ. Как правило, в нее добавляют крахмал, соль, иногда яичный порошок для цвета. К тому же туда искусственно подмешивают дополнительный глютен. Его еще называют пищевой клей. Это делает лапшу упругой и помогает при долгом хранении и транспортировке. Дело в том, что он у многих людей вызывает проблемы с желудочно-кишечным трактом, вздутие и воспаление. Но самый критичный момент в том, что вся лапша быстрого приготовления обжаривается в фритюре, а точнее в пальмовом масле. И это не высушивание, как думают многие, это действительно полноценная обжарка. Лапшу опускают в масло при температуре 140-160 градусов в течение 2-3 минут. Это делается, чтобы обезвожить ее и сделать быстро растворимой. После этого лапша становится рыхлой и хрустящей. Вот тут и начинается вред. Пальмовое масло при жарке выделяет транжиры и канцерогены, особенно если используется повторно. Но поверьте, масло часто используется в этом цикле. Эти вещества нагружают печень, сердце и желудок. Дальше лапшу сушат и укладывают в упаковку вместе с порошковыми или жидкими соусами. Тут и глютамат натрия, и сахарозаменитель, и соль, и ароматизатор, и много того, что совершенно не нужно вашему организму. А это у нас заправка для макарон. Она идет всегда в комплекте. И в ней содержится дневная норма соли для человека. Кстати, в этих макаронах нету ничего полезного, одни пустые калории. И после того, как вы это съедите, через час вам вновь захочется есть. Но почему же азиаты едят лапшу быстрого приготовления, и с ними ничего не происходит? Так они еще и живут дольше всех остальных. А все потому, что они едят совершенно другую лапшу. Пойдем, сейчас я тебе и покажу. И мы пришли в место, где как раз готовят азиатскую кухню. Здесь чаще всего едят люди из Филиппин, Индонезии, Кореи и Китая. Сейчас мы с вами закажем суп фубо с морепродуктами или с мясом и попробуем, какой же он на вкус. Наш заказ готов. Мы взяли традиционный вьетнамский суп фубо. И это не просто суп, это часть вьетнамской культуры. Ну и давайте попробуем этот волшебный бульон. Невероятная глубина вкуса. Этот бульон готовится 6-10 часов. Он варится вместе с говяжьей костью, чтобы был насыщенный такой вкус.
и он действительно насыщенный. Давайте еще немножко попробуем. Вкуснятина. Ну и, конечно, стоит отметить, что это не просто вот такая вот еда. Тут все сбалансировано. Во-первых, насыщенный бульон, про который я уже сказал. Рисовая лапша тоже. Смотрите, мясо, говядина, есть зелень. Все это способствует хорошему пищеварению и насыщению энергии на целый день. Конечно, еще можно многое-многое рассказывать про этот суп, но что самое главное мы должны с вами сделать, это попробовать его. Так что давайте будем пробовать. Для того, чтобы съесть эту лапшу, мне понадобятся китайские палочки. Опачки. Микрофон держим. Вот такой вот супер питательный суп я попробовал. Конечно же, он очень отличается от тех дошираков, которые заваривают в России и в США. Поэтому азиаты живут до 90 лет, а мы с вами до первой язвы. Кстати, о язве. Вы знаете, что существует невероятно огненная лапша, которая называется булдаг. Она может обжечь вам рот, желудок и все ваши внутренности. Некоторые люди после дегустации уезжали на скорой. И сегодня ради вас я готов попробовать это блюдо. Надеюсь, со мной ничего не случится, но прежде я вам расскажу про нее. Эта супер острая лапша быстрого приготовления стала популярна по всему миру сравнительно недавно. Придумали ее в Южной Корее. В 2011 году домохозяйке Ким пришла в голову идея лапши бульдаг после того, как она увидела, как людям нравится есть острую курицу, обжаренную в масле в южнокорейском ресторане. Несмотря на то, что они явно потели и боролись с острыми ощущениями. Тогда в Южной Корее быстро стали набирать популярность челленджи Spicy Noodle Challenge, где желающие поедали эту лапшу и снимали все это на видео. Но взрывная популярность этой лапши пришла в 2017 году, когда топовые тиктокеры и ютуберы подхватили южнокорейские тренды и тоже начали снимать, кто выдержит этот ядерный вкус. Некоторые блогеры рассказывали, что после поедания 3 пачек подряд у них шла кровь из носа, болел желудок 3 дня и были проблемы с пищеварением. Бульдаг – это агрессивный продукт, и он может быть очень опасен из-за высокой остроты. Там содержится капсацин в очень высоких дозах. Это активное вещество из перца чили. Он раздражает слизистую желудка, пищевода и даже может вызвать микроповреждения. Продукт может провоцировать изжогу, гастрит, обострение язвы, резкие скачки давления и пульса. Аллергическая реакция у чувствительных людей тоже весьма вероятна. В глазах. В глазах потемнело. Пар идет из этой лапши, и у меня же глаза обжигает. Бульдаг заварен. Это серия с кимчи. Кстати, не самая острая, которая есть. Она по шкале Сковилла 3000. Это как соус табаско, только поплотнее и пожестче. У меня, знаете, желудок, я не знаю, выдержит это или нет, поэтому вот я подготовил все молочко сразу, чтобы потушить этот пожар, если он начнется. Ух. Аромат такой, что я даже думаю, стоит ли вообще это пробовать. Но, как говорится, заварил уж, пробуй давай. Ладно, давайте попробуем, что это на вкус. Готовы? Если мне было бы лень готовить ужин, я бы купил такую лапшу, я бы лучше ужин приготовил. О, ребятки. Ух. Еще немножечко, подождите. Если это не самое острое, я не знаю, что там острое будет. Да ё-моё. Надо, походу, заканчивать съемку, вызывать пожарных.
М-м, м-м. Достаточно. Дегустация на этом завершится. Это очень остро. Это очень остро. Если это не... у меня еще губы горят. Еще и язык горит, и рот горит. Да, давай салфетку. У, Немножко, даже я вспотнул уже. Нет, ребятки, я не рекомендую это пробовать. Знаете, оставьте лучше это все каким-нибудь трэш-блогерам, которые постоянно едят челленджи, делают мукбангу этому. Пусть они едят. В Корее там он, кстати, из-за того, что постоянно устраивают конкурсы, у них очень распространен рак желудка, потому что, ну, это реально опасно. Я не рекомендую есть для здоровья. Это вообще... Нет, уберите от меня это подальше. Все, на этом дегустация наша закончилась. Слушайте, лучше возьмите картошечки сварите, порежьте лучка туда, возьмите еще селедочки, черный хлебушек. Это будет куда полезнее, чем вот это вот все. А вы заметили, что никто не рекламирует здоровую пищу? Например, овощи, фрукты или мясо. Но зато во многих странах мира мы видим рекламу лапши быстрого приготовления. Да что ее рекламировать? Она уже как Кока-Кола, не нуждается в рекламе. Ну давайте разберемся вместе, кто и как зарабатывает на этом миллиарды. Самыми крупными гигантами по производству и распространению сухих макарон стали Nissin Foods, Indomie, Samyang. Среди них затесалась влиятельная корпорация Nestlé, которая помимо шоколада производит еще и лапшу. Этот бренд особенно популярен в Индии, Пакистане и Африке. Например, в стране с самой высокой численностью населения в год продаются более 2 миллиардов порций магги. Это около 7 миллионов порций в день. В Индии Nestlé построил заводы и полностью контролирует цепочки поставок от муки до приправы. Это основной продукт среди студентов, школьников и бедного населения. Стоит копейки, примерно 15-29 рупий, это около 20 центов за упаковку. В 2015 году разгорелся огромный скандал. В упаковке Магги нашли свинец, значительно превышающий уровень нормы, и компании Nestlé пришлось уничтожить 35 тысяч тонн своей продукции. После чего она обновила свою рекламную стратегию и вновь зашла на индийский рынок лапши быстрого приготовления, где сейчас и занимает лидирующую позицию. Ежегодно эта компания зарабатывает 700 миллионов долларов в год на детях и голодных людях. Компания Nestlé точно знает, чем беднее страна, тем проще пропиарить лапшу. Здесь действует маркетинг на бедности, плюс локализация вкуса. В Индии популярен Магги со вкусом карри и масла, в Нигерии с перцем и специями, а в Египте с чесноком и уксусом. Если в этих странах лапшу быстрого приготовления употребляют от безысходности, то почему бич-пакет так популярен в России и США? Напомню, что Соединенные Штаты занимают 6-е место по поеданию лапши быстрого приготовления во всем мире. В среднем там съедают больше 13 миллионов порций в день. Кто же ее основной потребитель? Так как Америка страна мигрантов, то чаще всего ее покупают рабочие, которые как раз приехали из Индии, Пакистана и азиатских стран. То есть из тех стран, где это быстро завариваемый рамен популярен как основной прием пищи. Гораздо в меньшем количестве бич-пакеты покупают местные жители. Как правило, это люди с низким доходом, которые поздно возвращаются с работы и пытаются быстренько что-то приготовить. Но эта лапша находится на 4-м месте по спросу после пиццы, макарон с сыром, бургеров и наггетсов. Почему американцы любят фастфуд и как это все превратилось в эпидемию ожирения, рекомендую посмотреть отдельный ролик на моем канале, ссылочка будет в описании. В России же доширак — это эпоха 90-х. Его ели в армии, на стройках, в поездах и, конечно же, общагах. Сейчас он популярен среди иммигрантов, романтиков, едущих на поезде или людей после похмелья. Нередко дошик покупают те люди, которые устали после работы и нет времени заморачиваться по поводу ужина. А здесь ведь все просто. Залил кипятком и вуаля, перекус готов. Лапша является символом уставшего поколения. Но несмотря на все разногласия вокруг этого блюда, мы его все так же любим и выбираем. Мы не тупые, мы просто устали. Ну что будет, если есть лапшу каждый день вместо основного приема пищи?
Если лапша быстрого приготовления станет твоим основным источником белков, жиров и углеводов, то спешу тебя расстроить. Все это быстро приведет к гипертонии, ожирению, дефициту витаминов и пищевой зависимости. Во-первых, из-за постоянного употребления содержимого тех самых маленьких пакетиков с приправами, которые лежат в каждой пачке дошика, со временем снижается чувствительность вкусовых рецепторов, возрастает зависимость от сильно приправленной пищи, увеличивается риск переедания. Гречка с маслом, рыбой и салатом покажется тебе постной, невкусной, даже отталкивающей, потому что ты привык к взрывному вкусу, а не к настоящей еде. Во-вторых, организм будет ежедневно получать передозировку соли. В одной порции лапши уже почти вся дневная норма, а если ты ешь ее на завтрак, обед и ужин, уровень соли перешкаливает в 2-3 раза. Это создает риск развития гипертонии, которая в будущем может привести к инсульту, тромбам, ухудшению зрения и другим серьезным последствиям. Плюс при почти нулевой пищевой ценности лапша приводит к авитаминозу. Это уже не мелочь. Это выпадение волос, ломкость ногтей, хроническая усталость и апатия. Ну а в-третьих, при регулярном употреблении лапши легко набрать лишний вес, а оттуда рукой подать до ожирения и диабета второго типа. Это доказывают данные большого исследования, и вывод у них, к сожалению, неутешительный, особенно для женщин. В 2014 году Гарвардская школа общественного здравоохранения опубликовала статью, посвященную влиянию лапши быстрого приготовления на здоровье, особенно на здоровье женщин. Исследование проводилось среди 10 тысяч мужчин и женщин в Южной Корее, одной из стран с самым высоким потреблением лапши в мире. Результаты оказались шокирующими. Выяснилось, что регулярное употребление лапши всего 2 раза в неделю уже повышает риск развития метаболического синдрома. Что это значит? Метаболический синдром – это не одно заболевание, а целый набор опасных нарушений обмена веществом. Ожирение в области живота, повышение артериального давления, высокий уровень сахара в крови, а также высокий уровень плохих жиров в крови. Особенно этому подвержены женщины. Исследование показало, что женский организм более чувствителен к усилителям вкуса, соли и жиру, содержащимся в лапше. И даже если женщина вела активный образ жизни и в целом питалась нормально, одна только лапша регулярно уводила здоровье в минус. Дорогие друзья, и подытожить этот выпуск я хочу вот чем. Не стоит демонизировать наш любимый дошик. Раз в 5-летку можно, ничего страшного с этим не случится. Я вам рекомендую следить за питанием и употреблять необходимое количество витаминов и минералов, а также БЖУ. Знаете, в современном мире какая-то странная тенденция. Уже все есть опасно. И молоко, и хлеб, и яйца, и даже фрукты. Ну, а я вам скажу так. Если этот выпуск наберет у нас 1000 лайков, то мы снимем новое про пончики и почему их так любят американские полицейские. Так что будьте здоровы и see you later, alligator.